привет! Сегодня готовим очень простой, очень вкусный польский торт или пирог «Карпатка». Этот пирог называется «Карпатка», потому что сам рельеф этого торта очень напоминает Карпатские горы. Посмотрите, насколько это красиво! Сейчас я попробую наш замечательный торт. Посмотрите, какой он нежный! Это просто не передать словами, насколько это вкусно. Этот торт очень похож на большой профитроль. Очень вкусный, нежный ванильный заварной крем и очень вкусное заварное тесто. Обязательно приготовьте такой торт, он вам точно понравится. Итак, для того, чтобы приготовить этот удивительно вкусный пирог или торт «Карпатка», мне понадобится для заварного теста 100 мл воды, 100 мл молока, 140 грамм муки, 4 яйца, 80 грамм сливочного масла, пол чайной ложки соли, а также по желанию у меня здесь миндальные пластинки 15 грамм. И для заварного крема мне понадобится 600 мл молока, 150 грамм сахара, 60 грамм кукурузного крахмала, 2 яйца, 6 грамм ванили и 200 грамм сливочного масла. Приготовим заварное тесто. В сотейник я отправляю масло, воду, молоко, соль. И эту смесь мне надо довести до кипения. В это время я просею муку. Муку я всегда просеиваю для всех изделий. Тогда они получаются очень хорошими и пышными. Когда смесь закипела, я буду всыпать в нее сразу всю муку. Заварное тесто лучше всего заваривать при помощи деревянной лопатки или ложки. Ими очень удобно замешивать тесто. Интенсивно все хорошенечко соединяем, замешиваем и завариваем. Тесто должно соединиться в один целый комок и образоваться легкий налет на стенках кастрюли. Только тогда тесто у нас хорошо заварится и будет готово. Очень хорошо и интенсивно все размешиваем. Посмотрите, у меня на стенках кастрюли образовался вот такой легкий налет. И тесто соединилось в один комок. Это значит, что мука хорошо соединилась с жидкостью, и тесто у меня хорошо заварилось. Огонь выключаем. Тесто я перекладываю в миску и слегка его пошевелю, раскрою, чтобы вышел лишний пар и тесто немного остыло. Так как сейчас в тесто мы будем добавлять яйца, тесто не должно быть сильно горячим, чтобы яйца не свернулись. Поэтому немножечко тесто должно остыть, примерно до температуры 70-80 градусов. Итак, когда тесто у меня уже немного остыло, я по одному буду добавлять в него яйца и хорошенечко вымешивать. И только после того, как вы вмешали одно яйцо, можно добавлять следующее. Хорошо вымешиваем, чтобы масса стала однородной. И опять-таки повторюсь, это лучше всего делать деревянной ложкой или лопаткой. Не используйте венчик, иначе тесто просто застрянет у вас в венчике. И это будет очень неудобно. Добавляем следующее яйцо. Повторяем ту же процедуру, хорошенечко вымешиваем. И так добавляем все яйца.
меня на канале довольно много рецептов с заварным тестом. Я очень люблю с ним работать. Изделия из него получаются очень вкусные. Вы можете посмотреть такие изделия, как пончики чура с заварным тестом, профитроли, торт дамские пальчики. Это на самом деле очень простое тесто. Сделать его очень легко. Я добавляю последнее яйцо и перемешиваю. Тесто у меня уже готово. Вот такое тесто получается. Оно чуть более густое, чем на профитроле. Из заварного теста мне надо будет испечь 2 коржа. Коржи я буду выпекать в форме. Форма у меня диаметр 24 сантиметра. Дно я застелила пергаментной бумагой. И сюда я буду выкладывать примерно половину теста. Тесто распределяем по форме. Духовку я уже поставила разогреваться при температуре 200 градусов. Когда распределяете тесто, не пытайтесь его выровнять. Должны быть вот такие неровности. Тесто запечется именно такими разными причудливыми формами. И поэтому торт так и называется Карпатка, что он похож на Карпатские горы. Даже можно добавить каких-то таких неровностей, просто прикасаясь ложкой к тесту и делая такие вот вершинки. Тесто я распределила, и только на 1 корж я посыплю миндальные хлопья, миндальные пластинки. Это будет у меня верхний корж. Чтобы он был красивый, я хочу добавить такую добавку именно из пластинок миндаля. Просто в хаотичном порядке. У меня миндаль не обжаренный, он как раз, когда корж будет выпекаться, обжарится в духовке. И первый корж отправляем в духовку при температуре 200 градусов примерно на 25-30 минут. Пока печется мой первый корж, я приготовлю заварной крем. Для этого я беру молоко, выливаю в сотейник, оставляю примерно 150 мл, ставлю его на огонь. Молоко надо довести до кипения. В это время берем яйца, добавляем сахар, ваниль, у меня здесь 6 граммов ванили. Хорошенечко перемешиваем венчиком. Теперь сюда же, в эту смесь, я добавляю крахмал. И тоже хорошо все перемешиваю, чтобы не было комочков. Я специально оставила немного молока, чтобы было удобнее перемешивать. Чем лучше вы размешаете, тем более красивый и гладкий будет крем. Добавляю сюда оставшееся молоко и перемешиваю. Когда молоко закипело, я часть молока вливаю в яйца с крахмалом и хорошо интенсивно перемешиваю. Добавляю где-то половину молока горячего и возвращаю кастрюльку обратно на огонь, и всю получившуюся массу я вливаю обратно в молоко и все время помешиваю. И теперь наш заварной крем варим до того момента, пока он закипит и хорошо загустеет. Главное, все время помешиваем.
У меня на канале вы можете найти очень много других интересных рецептов кремов, в том числе и заварных. Не просто ванильный заварной крем, а заварной крем на желтках или с чаем Earl Grey. Очень вкусный крем. Посмотрите, как быстро начинает густеть крем. Сейчас все время помешиваем. Также вы можете сделать заварной крем шоколадный. Это тоже очень вкусно. У меня крем закипел. Я его выключаю. Все равно еще немного помешиваю, так как кастрюлька еще горячая. Посмотрите, какой шелковистый, красивый крем получился. И очень вкусно пахнет ванилью. Закрываем крем пищевой пленкой прямо в контакт с кремом, чтобы не образовывалась корочка. И полностью его охлаждаем. Мой первый корж уже готов. Сейчас корж надо аккуратно достать из формы и поставить охлаждаться. Снимаю на решетку. Посмотрите, какой интересный корж из заварного теста получается. Какие у него красивые рельефы, прямо горные пики. И очень красиво именно смотрятся орешки, пластинки миндаля сверху. И сразу же в эту форму я поставлю выпекаться и второй корж. Точно так же, только второй корж я не буду уже сверху посыпать орешками. Высыпаем тесто и распределяем. Все точно так же. Итак, я распределила вторую часть теста. Тоже сделала ложкой такие вершинки, чтобы у меня получилось красиво. И отправляю опять в духовку примерно на 25-30 минут. У меня, кстати, первый корж пекся 25 минут. Вы тоже смотрите по своей духовке. Мой второй корж тоже испекся. Он тоже получился очень причудливой формы. Мне нравится этот торт именно тем, что каждый раз он получается новый, именно другой. Второй корж я тоже достаю из формы и охлаждаю. Мне осталось только закончить крем и собрать торт. Торт собирать я буду в той же форме, в которой я выпекала коржи. По краям формы я застелила вот такие листы от папки, чтобы торт потом было удобно извлекать из формы. Если у вас есть специальная пленка цитатная, вы можете взять ее. И я заканчиваю приготовление крема. Крем можно начинать заканчивать только тогда, когда у вас полностью остыл заварной крем. Теперь берем сливочное масло комнатной температуры, мягкое, и хорошенечко его взобьем до хорошей пышной массы. Масло я взбивала примерно в течение 3-5 минут. До такой уже белой пышной массы получилось. И сейчас сюда я буду понемногу добавлять заварной крем. Нельзя добавлять сразу много, по чуть-чуть. И перемешивать. Именно если вы будете добавлять по чуть-чуть, у вас получится очень хороший пышный крем. И так постепенно я добавляю весь заварной крем в масло и перемешиваю. Итак, я уже перемешала весь крем. Посмотрите, какой крем получился нежной структуры. Очень вкусный, невероятно. Теперь собираем наш торт. Посмотрите, какие интересные коржи получаются, какая у них красивая структура интересная. Я выкладываю нижний корж, который у меня идет без миндальных хлопьев, вниз. И сверху высыпаю весь крем, аккуратно распределяя. Крем очень нежный, очень вкусный. Я ровным слоем распределяю весь крем. Да что ж так? И сверху я накрываю вторым коржом. Аккуратно.
Мой торт стоял в холодильнике 3 часа. Сейчас мы его откроем и посмотрим, что получилось. Итак, аккуратненько снимаем. Посмотрите. Это просто чудесно. Как легко сделать этот торт-пирог и какой эффектный он получается. Сейчас разрежем наш шикарный торт и посмотрим, что у нас получилось. Аккуратно достаем. Посмотрите, как это замечательно. Сейчас я попробую наш замечательный торт. Посмотрите, какой он нежный. Итак, пробуем. Это просто не передать словами, насколько это вкусно. Этот торт напоминает просто мороженое, очень вкусное, очень нежное. Обязательно приготовьте такой торт, он вам точно понравится. Я желаю всем приятного аппетита, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, оставляйте ваши комментарии и не забывайте делиться с друзьями.